Всем привет, мои дорогие фashionисты! Рада снова видеть и приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Елена Колесникова, я персональный стилист, шопер и имиджмейкер. Я помогаю мужчинам и женщинам находить свои вещи в разнообразии магазинов, а также помогаю создавать им прекрасные гардеробы, которые прослужат не один сезон. Сегодня мы поговорим о том, что может остаться без внимания, но также играет огромную роль в гардеробе мужчины, о носках. Сегодня мы с вами углубимся, почему они так важны, как их выбирать и правильно носить. Будет интересно и полезно. Наконец-то будет весело! Я расскажу вам о том, какие правила существуют в мире стиля относительно мужских носок, а также то, что я лично сама наблюдаю в Италии, в Милане, как мужчины здесь носят носки с обувью, как они подбирают ее под свою обувь. Ну, давайте с вами начнем с того, какое есть классическое правило при подборе носок в мужской гардероб. В цвет обуви и брюк, правда? Правило подбора носков в цвет обуви или брюк берет начало из традиционной мужской моды начала 20 века. Его популяризация связана с английскими аристократами и строгими стандартами джентльменской моды того времени. Английские портные и дизайнеры, такие как Генри Пул, известные своим вкладом в развитие классического костюма, стали активно пропагандировать внимание к мелким деталям, включая носки. В то время мода строго подчинялась правилам элегантности и сдержанности. Мужчины выбирали носки под цвет брюк, чтобы визуально удлинить ноги и создать гармоничный силуэт. Подбирать носки в цвет обуви стало популярным, чтобы минимизировать контраст между обувью и носками и обеспечить целостный вид. Это было очень популярно в те времена. В эпоху формального дресс-кода такие детали играли ключевую роль в восприятии статуса и аккуратности мужчины. Однако современная мода гораздо менее формальна и представляет гораздо больше простора для самовыражения. Поэтому сегодня правило подбора носок в цвет обуви или брюк считается одним из возможных вариантов, но не строгим стандартом. Вот все возможные варианты подбора носок в ваш образ. Для формальных случаев подбор носков в цвет брюк или чуть темнее остается классическим решением. Это подходит для деловых встреч, официальных мероприятий и строгих дресс-кодов. Для повседневной носки многие мужчины выбирают яркие узорчатые носки, чтобы добавить индивидуальности образу. Здесь уместно сочетать носки с акцентными деталями, например, с галстуком, платком или ремнем. Но есть, конечно же, и итальянский подход. Итальянцы известны своей любовью к смелым цветам и узорам. Они используют носки как акцент, делая их выразительной частью образа. Например, ярко-красные носки или носки с геометрическим узором могут идеально дополнить сдержанный костюм. Также можно вдохновиться показами с Питиомо. Там в целом царит разнообразие того, как мужчины формируют свой имидж и свой образ, и как они вписывают разного типа носки в него. Хотя классические правила подбора носков сохраняют свою актуальность, в формальной моде современные тенденции предоставляют больше возможностей и позволяют больше экспериментировать. Главное – это насмотренность и гармония. Носки могут быть как нейтральной частью образа, так и его акцентной частью, которая подчеркнет вашу индивидуальность и ваш стиль. А теперь давайте поговорим про несколько функциональную часть, потому что я очень люблю рациональный подход к гардеробу, и поговорим про функциональную составляющую подбора носок. Из каких материалов лучше подбирать носки? Ну, первое, что приходит в голову, это, бамбук. Хлопок. Дышащий и комфортный, он подходит для повседневной носки с любым типом обуви, в зависимости от того стиля, который вы хотите воссоздать. Здесь нет правильного или неправильного ответа. Если мы говорим про элегантный, строгий образ, формальный образ, то здесь, конечно же, подойдут носки из шерсти. Шерстяные носки бывают для летней погоды и для зимы. Более тонкая шерсть и более плотная шерсть.
Также к зимним материалам относятся кашемировые носки, а к летним материалам шелк. Но каким бы ни был ваш выбор, единственное, чего стоит избегать, это полностью синтетических носок, поскольку в них нога не дышит, ну и, соответственно, вызывает все неприятные сопутствующие эффекты, такие как запах, пот, запах и ваш собственный дискомфорт. Самыми лучшими и качественными носками славятся такие страны, как Италия, Англия и Германия. У производителей этих стран можно найти достойные носки, которые прослужат не один год. Если вы увидите носки за, скажем, 20-30 евро, не смущайтесь. Это достойная цена за хорошую пару носок, которую вы купите, положите себе в шкаф, будете сочетать с разным типом одежды. И следующую пару вы приобретете только через 5-6 лет. Что касается длины носок. Для формального стиля лучше выбирать, если мы говорим про офис или работу, связанную с каким-то формальным стилем, то для этих случаев лучше выбирать носки средней длины или гольфы. Когда вы садитесь на стул и брючина задирается, не была видна полоска кожи между носком и краем брюк. Для повседневной носки можно выбирать то, что вам нравится, в чем вы себя чувствуете комфортно. И для лета даже вполне можно с лоферами и с кроссовками надевать слитки, которые не видны, таким образом оголяя щиколотку. Итальянцы, например, очень любят оголять щиколотку и делать свой образ таким более интересным. Очень важный нюанс при выборе носок – это их плотность. Тонкие носки, выполненные из шелка или тонкого или тончайшего хлопка, подходят лучше всего для официальных и торжественных мероприятий. Средней плотности для повседневной носки. Ну и плотные для зимы и активного отдыха. Обычно эта плотность указывается на упаковке носок, там ден. Что касается вязки. Гладкие носки предпочтительны для формальных мероприятий, встреч, работы, так как она выглядит строго и элегантно. Узорная вязка хорошо подходит для повседневного и casual стиля, поскольку она добавляет текстурности и может быть использована как некий акцент в образе. Помните, что любая текстура или вязка равно принт. Сегодня мы поговорили с вами о носках, о неотъемлемой части мужского имиджа, об их сочетании одежды, о том, какие носки лучше выбирать, для каких мероприятий, какой длины, из какой ткани. Пишите в комментариях, как вы подбираете носки к своему образу и узнали ли вы сегодня что-то новое, полезное и интересное. Стиль всегда начинается с деталей. Я работаю как с мужским, так и женским стилем, и если вам было бы интересно и комфортно поработать со мной над вашими образами, то вы можете связаться со мной. Мои контакты в поле описания, а также на главной странице этого канала. Там также я оставлю ссылки на свои другие соцсети и сайт, где можно посмотреть цены на мои услуги. Работаю как онлайн, так и офлайн в Милане. Если вы хотите личного помощника, чтобы сориентироваться по итальянским мужским или женским магазинам, то я буду рада с вами поработать. Ну, а если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока!